Приветствую всех. Меня в комментариях в ТикТоке спросили, какие аккумуляторы идут в комплекте с Аквилой и сколько на них можно летать. Когда я только выбирал себе дрон, меня этот вопрос тоже волновал. Хотелось понять, сколько реального времени получится провести в воздухе. Итак, базовый аккумулятор, который идет в комплекте, это 1100 мА. По факту его хватает примерно на 6,5 минут полета. Дополнительно можно докупить аккумулятор на 650 мА. Официально он рассчитан на 5 минут, но на практике это около 3 минут. Сначала я подумал, зачем мне аккумулятор, на котором я буду летать очень мало. Но со временем все поменялось. Когда я перешел с базового режима N в S-мод, а потом и в Acro, я понял, что этих аккумуляторов попросту не хватает. Начал разбираться, в чем разница, и выяснил, все дело в C-Rate. Это насколько быстро аккумулятор может отдать свою энергию по сравнению с его номинальной емкостью. Например, базовый аккумулятор 1100 мА имеет значение C-Rate 30. Это примерно 33 ампера в пике. А вот у аккумулятора на 650 мА C-Rate равняется 60. То есть в пике он может выдать почти 39 ампер. И при этом держать пиковое значение намного дольше. Маловероятно, что дрон летает с таким током, но разница ощутима. При этом он еще и легче, примерно на 7 грамм. Так что все зависит от того, в каком режиме вы летаете и какой стиль предпочитаете. Сейчас я хочу показать, как Aquila летает с аккумуляторами на 650 мА и на 1100 мА. Сразу скажу, главная проблема это просадки по напряжению. В начале полета разница почти незаметна, разве что можно почувствовать небольшую тряску дрона. Но самое важное становится видно примерно через 2-3 минуты, когда ты уже активно управляешь дроном и внезапно на аккумуляторе на 1100 мА начинает не хватать мощности. Сейчас у нас на тесте идет аккумулятор на 1100 мА. Я подлетаю и сразу даю резкий газ. На тряску не обращаем внимания, для пропеллера Gemfan это нормально. Буквально 20 секунд полета, и у нас уже надпись Low Voltage. Спустя 4,5 минуты мы уже видим 3,4 вольта. В принципе, с учетом того, как я его сейчас проверяю, это нормально. Но местами, когда держу стик до упора, напряжение проседает до 3,2 вольт. Вот сейчас я все из него выжимаю, и сложно ему. Его еще и крутит, и все. Тут остается только идти и менять аккумулятор. Так, а сейчас у нас будет тест аккумулятора на 650 мА. Сразу full throttle, поднимается он быстрее. И прям чувствуется, как он цепляет. Но есть проблема с тряской. На оригинальных пропеллерах она не так видна, как в видео на моих, но на этих батареях она будет. Давайте сейчас проверим, как покажет себя аккумулятор примерно на 30% заряда. Я уверен, что стандартный аккумулятор себя на 4 минуте так бы не показывал. Поднимаемся, и он все равно может. Конечно, уже не так активно, как в самом начале, но намного лучше, чем 1100 мА. И отдельно хотелось бы сказать, что когда аккумулятор проседает до 3,3 вольт, у нас остается считанные секунды, чтобы его посадить. Иначе он плавно начинает падать. На 2,2 вольтах у нас отключается камера, и где-то в поле найти его уже будет проблематично. Давайте еще раз сравним уже два DVR с этими аккумуляторами. Резкий газ, и видно, как на картинке справа дрон находится выше. Какой итог можно сделать? Во-первых, не стоит летать в дождь. Во-вторых, каждому свое. Если вы только начинаете свой путь FPV-пилота и не умеете летать в Acro, аккумуляторы на 650 мА будут скорее излишни. Чем мощнее дрон, тем больше шансов его разбить об землю. Но если вы уже перешли к тому моменту, когда вам не хватает Aquila, эти аккумуляторы дадут ему вторую жизнь.